Сейчас многие вяжут носки. При вязании носков есть различные методы вязания пятки. На моем канале я делала мастер-классы по разным видам пяток. В этом видео я познакомлю вас с тем, что есть у меня на канале. Ссылки на мастер-классы будут размещены в описании к этому видео. Также опубликую их в своем телеграм-канале. Первая пятка. Это пятка-бумеранг с клином подъема. Ее еще называют немецкая пятка. С такой пяткой вяжут фабричные носки. Пятка-бумеранг наиболее красивая и аккуратная из всех видов пяток. Ее надо вязать укороченными рядами. Особенность этой пятки такая, что она вяжется с помощью двойных петель. Как вязать двойные петли и как вязать пятку-бумеранг – подробный мастер-класс «Пятка-бумеранг с клином подъема». Связав один раз такую пятку, вы не захотите вязать другие. По крайней мере, так получилось у меня. Переходим к следующей пятке, которая есть у меня в мастер-классах на канале. Называется она пятка стронг. Вязать такую пятку совсем не трудно, а результат вас порадует. Пятка вяжется без подъема петель. Это привлекает многих вязальщиц. В коллекцию своих видео я собрала различные виды носочных пяток. Это прямая пятка с клином подъема. Еще ее называют бабушкина пятка. Ступенчатая пятка. Немецкая пятка или другое название этой пятки бумеранг. Все они хороши и используются при вязании носков. Предлагаю подробный мастер-класс, как легко и быстро можно связать носки с такой пяткой. Видео называется «Простая в исполнении носочная пятка стронг». Вяжите в удовольствие. Следующий вид носочной пятки – это пятка-подкова. Ее еще также называют французская пятка. В принципе, это обычно классическая пятка, но с изменениями. За счет смещенных убавлений получается красивый закругленный край. Эта пятка более удобная, чем классическая. Она лучше облегает ногу. Носки с такой пяткой подходят для любого подъема стопы. Многие вязальщицы, кто вяжет носки, отдают предпочтение именно этой пятке. Ссылка на мастер-класс в описании к этому видео и в моем телеграм-канале. Попробуйте вязать разные виды пяток. Потом определитесь, какая вам пятка будет по душе. На канале есть пошаговый мастер-класс по вязанию ступенчатой пятки. Ссылки в описании и в моем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал также можно увидеть в описании под этим видео. Пятка имеет красивый вид и достойна того, чтобы вы ее попробовали связать.
если, конечно, не вязали. С помощью моего мастер-класса вы легко справитесь с этой задачей. Стенка пятки состоит из двух ступеней, которые в высоту равны друг другу. Потом соединяем первую и вторую ступень. Желательно стенку пятки укреплять. На базе моего мастер-класса можно использовать любой узор для укрепления стенки пятки. Благодаря округлой форме ступенчатая пятка облегает ногу. Вяжите с удовольствием и выбирайте для себя любимую пяточку. В завершении своего видеообзора носочных пяток предлагаю мастер-класс самой распространенной классической пятки. Чаще ее называют бабушкина пятка. В основном до интернета все вязали именно эту пятку. Она самая простая и очень легко вяжется. При вязании классической пятки или бабушкиной вначале вяжут стенку, потом на стенке вытягивают петли и делают загиб пятки. Я уверена, что большинство из вас умеет вязать такую пятку. Но все равно с удовольствием сделала подробный мастер-класс по вязанию прямой бабушкиной пятки. Ссылка, как обычно, в описании и в телеграм-канале. Иногда, особенно когда вяжу носки с толстой пряжи, то вяжу их с бабушкиной пяткой. Приятно вспомнить свои первые шаги в вязании носков. Это последняя пятка в моей коллекции. Буду рада, если кому-то мои мастер-классы пригодятся. Спасибо вам за внимание. Приходите ко мне на канал. До скорых встреч!